Представьте себе такой мир Майнкрафта. Темный, жестокий мир, наполненный кучей опасностей, темных мест и ужасных монстров, где не знают жалости и не дают пощады. Блин, вот как будто описываю современные реалии России. Ладушки, приветствую всех, меня зовут Эндендена, и да, я утка. А это, кстати, канал по кубикам. И сегодня специально под ваш чаек я подготовил видео 100-дневное супер хардкорное выживание в Майнкрафте. Знаете, все эти выживания в хардкоре это уже совсем другой уровень. Ведь у нас будет супер хардкорное выживание, да? То есть помимо того, что у нас будет одна жизнь, то есть если мы от чего-либо умрем, то наш мир удалится и игра будет закончена. Помимо этого у нас будет хардкорная сборка модов. Она довольно небольшая, добавляет не особо много вещей, но то, что она добавляет, будет пытаться нас убивать и убивать с большим желанием. Но при всем при этом мы не будем осторожничать. Я буду играть в своем привычном стиле, довольно неосторожно, моментами тупя и влезая в различные сложные ситуации. То есть мы часто будем играть на грани конца, но сделаем много всего интересного и крутого. Естественно, у нас будет много смешных моментов и различных шуток. Кстати, перед просмотром напишите ваше предположение, сколько дней мы сможем прожить. Возможно, мы помрем прямо в первом дне. Ну, как бы мир суров, все бывает. И последнее. К вам огромная просьба помочь продвижению этого видео. И ведь мы постарались и угрохали на его созданию просто уйму времени. На его съемку, монтаж и озвучку, ну вы понимаете, как все это сложно. И от вас мы всего лишь просим проявить небольшую активность. Там поставить лайк, подписаться, ну и все дела. Ну а иначе хорошего контента не будет. А сейчас же я вам предлагаю наложить себе чайку, заварить пельменей и приятного просмотра. Ну что ж, вот и начинается наше выживание. Первый день. Мы собрали сборку и создаем мир на хардкоре. Мы появились в мире и, между прочим, оказались в довольно приятном лесу. Далее мы встретились с друг другом и подумали, что стоит начать наше развитие. Мы нарубили дерево, сделали первые инструменты, в процессе немного помучили овец и начали копать шахту. Но здесь нам тоже немного повезло. Мы сразу же наткнулись на естественную пещеру. В пещерах мы начали выкапывать все, что встречалось на нашем пути. Ну, как бы на начальном этапе нам все пригодится. Пока мы копались в шахте, Деймарос решил заняться рубкой дерева и добычей мяса с овец, чтобы мы в этом всем не нуждались. Но разорение им леса не осталось незамеченным, и к нему выполз чертов тыквенный паук, которого он успешно испугался и упал в яму. Оттуда он начал с ним сражаться, отхватил от него на 14 урона, но по итогу он скрафтил меч и смог его одолеть. Кстати, с него выпала только тыква. И мы еще долго занимались не особо интересными делами, бродили, исследовали по пещерам, убили несколько монстров киркой и у меня украли печку. Однако Лил оказался самым везучим из нас. В то время как у нас с Деймаросом были железные кирки и мы добывали одно железо, Лил уже вовсю орудовал реалмитовой киркой. Кстати, Лил еще и первый нашел алмазы. По окончанию раскопок мы занимались переплавкой добытых руд, и у нас у каждого было по комплекту брони и инструментов. Кстати, место, где мы будем жить, было определено лично мной, тем самым, что я там просто поставил свои печки. Второй день пришел сам по себе, пока мы занимались какими-то своими делами. Мы все вернулись домой и начали заниматься созданием удобств и небольшой расчисткой территории. А после мы решили отправиться на исследование окружающей нас местности и поиска чего-то интересного. Недалеко от дома нашли и разорили домик бедного фермера. Ну блин, а кто же делает домики из сена? То есть получили с него уйму сена и сделали хлеба. Но хотя бы проблем с едой теперь не будет. После мы еще долго бродили по полям, лесам, убивали различную живность, некоторая живность пыталась убить нас, но в итоге мы нашли нескольких овец, греющихся у лавы, убили их и из шерсти сделали пару кроватей и легли спать прямо в поле, да. День третий. Мы с Лилом отправились в небольшое путешествие, чтобы кое-что найти, из чего по нашей задумке можно было сделать кое-что еще, что позволило бы нам выживать в этом суровом мире. Мы долго пробегали, исследовали много территории, но ничего не нашли. Легли спать. С 4 по 7 день. Утро начинается не с кофе, а с места, где мы вчера уснули, и с убийства крабика, который решил заспавниться прямо на соседнем берегу. Кстати, это королевский краб, и именно его мы искали. В общем, это и была наша задумка. С этих крабиков падают клешни, из которых можно сделать якорь, который является бесконечным и стреляет на даль по 3 урона.
Но убийство этих крабиков является довольно непростой задачей, ведь в той же железной броне они нас убивают всего за 2 удара. Поэтому нам приходилось применять специальную тактику. Мы заманивали крабиков, ставили под водой дверь, они до нас достать не могли, и таким образом мы их убивали. А маленьких же крабиков мы просто били. Также у нас на пути встретился циклопик, которого мы жестоко запинали. После нам пришла мысль пиратить крабов на лодке, ведь они обычно тусуются на берегу и с воды их куда виднее. Но в итоге мы наткнулись на деревню, которую успешно зачистили. А засаживаете ли вы грядки обратно? Кстати, в деревне также была кузница, в которой нам попалось, как бы ничего полезного. После мы еще немного пообщались и поторговались с жителями. Пока мы путешествовали, Деймарус оставался дома один. И все это время он занимался раскопкой шахты и сделал довольно глубокий и удобный спуск, который в ближайшем будущем нам очень пригодится. Мы же с Лилом продолжали пиратить и убивать крабиков, и нафармили их довольно немало. И после мы прибыли на какой-то необетованный остров, и там переночевали 7-ю ночь. На утро следующего дня мы продолжили фармить крабиков, но уже в направлении к нашему дому. Направляясь домой, мы пересекли болото, леса, проделали большое путешествие и наконец вернулись. Это была уже середина 7-го дня. Дома мы занимались раскладыванием и сортировкой вещей, а также ожиданием прихода ночи. Кстати, у нас появился стол зачарования. С наступлением ночи мы спать как-то не торопились. Точнее, Лил бы и рад был бы лечь спать, но у нас с Деймарусом началась какая-то жесть. Нам в голову начали приходить какие-то дурацкие задумки, и мы начали заниматься реально полной фигней. Выстраивали какие-то трехэтажные кровати, застраивали себя в блоке, Утро 8-го дня все же наступило. Пока мы занимались фигней, кто-то достроил чаровалку. И с начала дня мы начали пытаться что-то как-то зачаровывать. А после мы решили отправиться в шахту, оценивать, что там выкопал Деймарус. И попав в шахту, мы с Лилбиром, однако, немало прифигели. Еще потом шутили, насколько же ему было скучно, что он с помощью обычной кирки столько выкопал. Ну как бы выкопал и выкопал. Значит, в этой шахте мы сможем добывать немалое количество ресурсов, плюс здесь будет неплохой спавн мобов. И значит, мы решили присоединиться к раскопкам Деймаруса и еще больше расчистить эту шахту. И у нас в какой-то момент появился портал в ад. А потом в процессе монтажа я узнаю. Да, его построил я. В общем, я его поставил и решил отправиться в ад. Там я начал делать место спавна более безопасным. Начал все расчищать и возводить стены, чтобы на нас не нападали мобы. Но впоследствии Деймарус выяснил, что стены вовсе не помогают. Паук, который на него напал, был довольно опасным. Но из-за того, что паук был загрен именно на Деймаруса, я его легко затыкал. В аду из-за хардкора мы боялись нарваться на кого-то страшного, и поэтому бегали только где-то поблизости. Но нам вновь довольно повезло, и прямо рядом со спавном мы обнаружили адскую крепость. И естественно, мы отправились ее исследовать и зачищать. В ней мы собрали весь нарост и нашли 4 сундучка, лут которых вы сейчас видите перед собой. Где-то в этот момент наступил 9-й день нашего выживания. Мы еще немного поисследовали крепость, я отхватил пенделя от рыцаря, от которых чуть не отъехал, и в итоге решил вернуться домой. По возвращению домой мы занимались домашними делами, сортировкой, переплавкой и всем подобным. Также из добытых в аду руд я сделал нам 2 суперских меча. Дал меч Лилу, и он сразу принялся его чаровать. И после мы легли спать. С 10 по 14 дни. 10-й день начался с отправки в шахту и встречи с первым заспавнившимся там гостем. Это был циклопик, но только пещерный. Поначалу я его испугался, но после он был легко мной повержен. С него, кстати, выпал рупий и золотые кирки. Окей, но это все не то. Вообще, шахта нам нужна для спавна от этих вот голубцов. Это Грю, а также есть Драмкрис. Довольно стрёмные ребята, и именно с них падают нужные нам осколки. Также есть нечто справа, под названием Ротатик. С него же могут выпасть алмазы. И значит, весь 10-й день я провел за раскопками шахты. Также периодически убивал мобов, которые там спавнились. А здесь у нас гусеницы, которые просто сидят и смотрят, как я по ним бью. А это же довольно стрёмный прыгающий Грю.
Кстати, в середине 11 дня появилась запись от первого лица. И тут я перед вами глубочайше извиняюсь, ведь кто еще кроме меня мог ее потерять. Далее я задумался о том, чтобы сделать себе более хорошую броню, чтобы меня не могли убить за пару тычек и чтобы мне было от этого поспокойней. И в общем я начал копать туннели по своей особенной технологии. В этих туннелях я планировал добыть довольно редкую руду под названием рупий. Он попадается хоть и редко, но все же попадается, и его добывать довольно ненапряжно. И из него, естественно, можно будет сделать довольно хорошую броню. И таким образом я долго копался в шахте, потом приносил накопанное домой, ставил на переплавку и вновь отправлялся копать в шахту. И по итогу всего этого была расчищена нижняя шахта, где будут спавниться мобы. Потом по моей этой технологии я выкопал огромное количество туннелей. И черт возьми, когда я смотрю на них со стороны, они действительно меня как-то впечатляют. Просто посмотрите на миникарту, что за жесть там происходит. Я выкопал множество различных руд, добыл множество различных шардов с мобов и, естественно, так нужный мне рупий, из которого я сделал себе броню. Хотя нет, зацените лучше вот это. Я решил перекрасить ее в синий цвет, чтобы выглядело посимпатичней. А остальное вы видели. Также я сделал себе вот такой вот хилящий меч, который восстанавливает здоровье, но с таким вот невероятно противным звуком. Ну и под конец дня я лег спать. И 15-й день уже здесь. И я решил начать этот день с отправления себя в ад. Там я решил заняться раскопками, накопать незарита и заодно всех руд, которые мне попадутся. И таким образом я залип там до конца дня. Домой я притащил кучу незарита и немножечко новых руд. Начал все выставлять на переплавку. А тут вы спросите, зачем мне столько незарита? А вот появилась у меня какая-то задумка сделать что-то в адском стиле. Кстати, в переплавке тоже было не так все просто. Я подумал, что печек мало и нужно плавить как-то масштабней. Ну, поставил еще больше печек, чё бы и нет. После я наточил свой алмазный топор и решил заняться облагораживанием нашего участка. Срубил некоторые деревья и застроил дырку, ведущую в шахту. Где-то здесь наступил 16-й день. Я немного обновил ступеньки и разобрал портал в ад. Хочу поставить его немного по-другому. Если что, один из наших модов добавляет 8 различных порталов. И вот по этим порталам у меня была идея поставить каждый портал на свою платформу, чтобы они шли по некой дуге и занимали половину участка. И я начал строить их макет. Да, из земли. Потом, естественно, я блоки заменял, и платформу с порталом в ад я задекорировал под адское. Также решил заняться постройкой забора вокруг нашей территории, но как это обычно принято в хардовых выживаниях, чтобы мобы не досаждали. Отправился куда-то в лес, чтобы протестировать его наверняка. Я хотел сделать практичный забор, чтобы мы могли с легкостью через него перелезать, а мобы не могли. Помогать мне в тестировании согласился ближайший зомби, который был в этом лесу. Я его заманил к забору, ждал, пока он попытается перелезть, и он не смог. Значит, все работает. И я начал строить разные варианты заборов, но остановился на этом. 17-й день. Я начал подготавливаться к постройке забора. Скрафтил все необходимое. И начал строить забор с этого места. Его постройка затянулась до ночи и даже дольше. Тут я столкнулся с одним прикольным деревом, на которое я долго ругался и думал, кто же его посадил. Но вся шутка происходила еще с начала выживания, когда около выкопанной шахты Деймарус дурачился и садил ростки дерева в кучу. Да-да, привет Деймарусу. В общем, я его очень долго рубил, а потом еще дольше собирал все то, что с него выпало. Ну как бы жалко пропадать дереву. На 18-й день я продолжал строить забор, но мне на пути встала гора, которую мне пришлось начать сносить. И я также немного позанимался терраформированием на участке. И еще построил второй и третий каркас порталов, которые будут у нас в дальнейшем. В процессе раскопок стало настолько много блоков, что я решил сделать отдельные сундуки, куда буду скидывать все накопанное. Довольно долго занимался раскопками и постепенно эти сундуки наполнялись. Вот что было готово под конец 20-го дня. 21-й день ознаменовался пришествием Деймаруса, который тут же отошел. Сейчас я приду, секунду. И пока я стоял в АФК, к нам заглянули в гости. Ну спасибо, что не кто-то пострашнее. Я отдал Деймарусу мультиинструмент, который у него брал, и сделал себе свой. Также у Деймаруса, в отличие от нас с Лилом, не было хорошей брони, и чтобы ему не было обидно, я решил ему помочь и вместе с ним отправиться в пещеры. Весь оставшийся день мы занимались тем, что исследовали пещеры
и копали необходимые руды. А уже под конец дня мы вернулись домой и легли спать. День 22. Я пытался зачаровать свой мультиинструмент, но как-то понял, что у меня не хватает уровня. И, конечно же, отправился добывать его в ад с помощью кварца. Да-да. Кстати, эпичное отбитие фаербола. И как будто бы до этого попыток не было. Домой я вернулся уже ночью, принеся с собой 30 уровень. Я лег спать, но потом как-то не пошло. Словил офигенный баг и пришлось перезаходить, да. С 23 по 25 день. Начал я с попыток что-то как-то зачаровать. Тогда я только вспоминал, как это все делается. Потом решил вернуться к расчистке территории. Снял пару слоев, но откуда ни возьмись возник лесной пожар. Приколист на Деймарусе бегал и все поджигал. Он это объяснил тем, что таким образом избавляется от леса. Я на это все посмотрел, а потом подумал, что может сгореть и весь лес. Ну и побежал поскорее его тушить. В России не тушат, ты что, тушить будешь? Я посрубал горящие деревья и тем самым спас лес. А после мы с Деймарусом принялись за расчистку территории. Но тут он начал демонстрировать свои высокие технологии в раскопках. Кто-нибудь объяснит, что и зачем он это делает? А знаете, что мы сделали после? Сыграли партию в крестики-нолики. Почему бы и нет? Так. Я тоже. Но меня интересует, кто такой поребрик. Кто съел поребрик? Период с 26 по 33 день я бы мог назвать как великое путешествие, но все сложилось как-то не очень удачно. В общем, я собрался найти такое строение, как Woodland Mansion, с которого хотел бы получить тотем бессмертия. Если что, это строение генерируется за 15 тысяч блоков от спавна. И я отправился в это долгое путешествие. Я преодолел леса, болота, переплыл несколько океанов, по пути нашел и ограбил несколько деревень, но при том даже спас одного жителя. Также нашел обалденный биом Меса, где мы в будущем сможем добыть глину. Встретил довольно странных овец. Эту картину я запечатлел и скинул в Discord. И под конец встретил просто очень красивый биом. Знаете, на путешествие в одну сторону я потратил около 4 игровых дней. И знаете, чего я добился в итоге? Я оказался в чертовом океане, и там ни разу не пахло темным лесом и этим мансианом. А весь прикол был в том, что у нас стоял мод, который изменял генерацию, и вся вина была в нем. Да, от этого я немного расстроился, но мне еще нужно было вернуться домой. И в следующие несколько дней я этим и занимался. Днем 33-го дня я прибыл домой. Я открыл карту и еще раз офигел с того, какое путешествие я все-таки проделал. Но все же мне было мало, и я решил устроить еще одно приключение. И естественно, отправиться нужно пешком. Кстати, перед отправкой взял с собой седло, в надежде на то, что возможно встречу коня. Выдвинулся я под конец дня, но довольно быстро стемнело, и я решил лечь спать. С утра 34-го дня я, как и хотел, нашел себе коня. Довольно быстро его приручил и уже на нем отправился в путь. Но потом я довольно быстро понял, что плавает он как-то не очень. Я пытался затолкать коня в лодку, но как-то не пошло. В итоге я застроил его на берегу. Я его заберу на обратном пути, а пока что отправляюсь один. Ближе к вечеру добрался до деревни, которая показалась мне знакомой. И не зря, ведь кузница оказалась залутанной, ну и я решил там заночевать. 35-й день я начал с того, что спер оттуда книжные полки. А потом, когда я убегал из деревни, я наткнулся на домик фермера. И у меня возник план его ограбить и на полученное сено пойти поторговаться с жителями. Что, собственно, я и сделал. Я получил немного опыта и наши первые изумруды. А потом в одном из домов я встал в АФК на целый день. Супер. Очнулся я уже ночью. Утра решил не дожидаться, отправился домой. По пути добрался до коняшки, ее освободил, и уже с ней мы добрались до дому. Дома я для лошади построил загон и ее закрыл. Кажется, Лил положил на нее глаз. Под конец дня отправились в шахту, чтобы накопать рупия на сет для Лила, по итогу чего он неплохо приоделся. Я построил еще один каркас для портала. После мы решили отправиться в ад, где решили заняться основательной зачисткой крепости.
Также в этой крепости нашли и оккупировали спавнеры фритов. Немного их пофармили, ведь палочки нам пригодятся. Домой мы вернулись ночью 37-го дня. Я повторно добыл добытые руды и начал лесорубить. День 38. Мы занимались различными домашними делами и периодически спускались в шахту, чтобы ее зачистить. На нашей территории я создал новый бесконечный источник, ведь прошлый я закопал. После я отправился в шахту, чтобы добыть обсидиан для кое-какого интересного проекта. Я произвел кое-какие расчеты и под конец дня отправился в ад. Там я установил метку и начал копать к ней дорогу. И да, это именно то, о чем вы подумали. К началу нового дня была готова наша первая адская дорога. Да, возможно, не такая уж идеальная, но, блин, рабочая. И тут я начал понимать, почему многим людям нравится, да и вообще почему не так долго играют на ванильных серверах. Меня это прямо начало затягивать. Кстати, сначала вышел небольшой косяк, портал появился в пещере, но потом я его перенес. Ну и далее мы с Лилом закончили дорогу. С 39 по 41 день. Нас все это вправду заинтересовало, и мы начали добывать обсидиан и строить дорогу до другой деревни. И вместе с тем образовалась дорога до крепости. На следующий день она была готова. Кстати, параллельно с постройкой дороги, Лил занимался обновлением нашего забора. Как вам? Далее мы начали выстраивать дорогу к самой деревне. Знаете, кто все время по нам стрелял? А вот этот злыдень, находящийся снизу. Мы его обычно называем как адский рыцарь. Вы только посмотрите, у него какая-то наводка, и он еще серфит. По итогу мы сделали вот такую вот красивую лестницу и немного оформили комнату с порталом. Зайдя в портал, нас ждал вот такой вот прикольчик. Чисто портал появился на крыше колодца. Ну и здесь наступил 41 день, который мы начали с попытки похищения. Да, я пытался транспортировать жителей на лодке, но ничего не выходило. Я решил разлить воду, чтобы по ней потом заплыть, но в этот момент в лодку сел второй житель, и все пошло не по плану. Я никак не мог сесть в лодку, их начало смывать и в итоге смыло в самый низ. Я пытался им как-то помочь, поставить лодку, но в итоге два дурака не всплыли и просто утонули. Мы построили нормальную дорогу и уже аккуратно транспортировали другого жителя. Да, возможно, это не что-то такое уникальное, но такой фигней мы занимались впервые, чтобы транспортировать жителя через ад на лодке. Мы его потихоньку переправляли через ад, но у нас так все просто не бывает. Во-первых, мы уперлись в лестницу, его нужно было как-то поднимать. И в этот момент Ифрит попал по лодке и ее взял сломал. А житель же по такому случаю решил устроить побег. Резко куда-то подскочил, побежал, наткнулся на лаву и чуть не сгорел. Просто красавец. Ну и было понятно, что его нужно оттуда вытаскивать. Я отправился домой крафтить поршни. Потом в аду построили небольшую конструкцию, ну и так их подняли. До портала добрались без происшествий. Дома его основательно застроили. Лил проследил за этим лично. А здесь у нас игра в гляделки. Смотрит прямо в душу. С 42 по 43 день. Этот период начался довольно стрёмно. Я открываю запись, и там просто... я в течение 10 минут бегаю туда-сюда. Я не помню, чем я занимался, и это реально стрёмно. Да, и еще пара моментов втупления. И уже ближе к ночи мы занялись расчисткой. Но тут от копания нас отвлек так заинтересовавший нас зомби-житель. Он внезапно к нам забрел, и мы решили оставить его себе. Я начал его заманивать к себе, но тут... Немного покружили вокруг портала, и вот мы его уже заталкиваем в загон, ну или не только его. С 44 по 47 день. Докопали, застроили и осветили еще небольшой участок земли. Потом до конца дня я долго возился над одним каркасом и после начал возводить другой. И вновь копание. Боже, как я его уже ненавижу, даже на монтаже. И на 47 день я наконец-то закончил. Красота. С 48 по 49 день. Я остался один и снова в аду, где произошло небольшое рубилово. И также наша первая встреча с телепузиками, но пока я решил их обойти.
Дома я решил себе сделать новый меч, ну или точнее сказать кувалду, на целых 15 урона. И оставшийся день я провел за созданием чарований. Кто-то в аду заканчивает, а я же в аду начинаю. День 50-й. Упустил момент, что я там делал, но в итоге вернулся домой. Дома починил весь свой сет брони. И отправился зачищать подземелья, а то там развелось всякого. Потом я подумал, что я ведь потратил весь наш имеющийся рупий, и что будет как-то негоже, нужно будет чинить броню, а нечем. Поэтому отправился добывать его в мои туннели, где пробыл до ночи и вернулся с кучей ресурсов, но не с кучей рупия. Его я принес всего один слиток, и то выпитый с моба. На 51 день я отправился в ад фармить опыт. Опять. Поубивал немного мобов, добыл с них опыта. И повторно нашел спавнер ифритов, ведь до этого я метку не поставил. Тут я решил провести свои небольшие эксперименты. Просто было интересно, умирают ли ифриты от магмы. Как бы результат был очевиден. Вернулся я домой под конец дня. Собрал все, что наплавили печки, и решил вывести на прогулку мою лошадку. Ну, дорогая, извини, какое выживание, такие и прогулки. Да, прогулка была в аду. Кстати, заметил, что передвижение на коне в аду происходит просто моментально. Но я пока не догадывался об опасностях. Мы с ней добрались до деревни, и там я посмотрел, чем какие жители торгуют. Нашел домик с тусовкой жителей. Потом я решил вернуться домой за товарами для торговли. Взял немало пшеницы и потом поскакал обратно. По пути я встретил пару коров и подумал, почему бы их не размножить. Нашел в домике фермера и по полной ему продал пшеницу. Потом у этого же фермера нашел яблоки и подумал, что стоит купить их для моего коня. Куда-то пропали жители. 52 день. Из той деревни я решил отправиться в еще одно небольшое путешествие, но перед ним из дома взял обсидиан, чтобы потом можно было легко вернуться. По дороге в деревню мне повесили несколько оплеух какие-то нелюди, но слава богу все обошлось. И однако я не зря купил яблоки. Отправился в путешествие, но проехал довольно немного. Мне на пути попалась заснеженная гора, и у меня появилось желание накопать снежку. И заодно я поубивал рядом пасущихся коров, как бы кожа всегда будет кстати. Кончив, я не обнаружил своего коня, хотя оставлял его здесь. Заметил я его где-то вдалеке, когда он куда-то направлялся. Я просто не понимаю, что происходит с мобами в этом мире, их всех куда-то тянет. У кого-нибудь есть предположение? Мы доскакали до деревни и переместились в ад. А по дороге домой, дружок, который здесь до этого стоял, привел своего друга, и они сделали свое дело. Я пережил нападение, но коня помянем. После этого инцидента я отомстил всем обидчикам и решил укрепить дорогу. Дома я построил небольшую клетку и в ней воссоздал нашего нового друга Снеговика. С помощью него я планировал сделать фармилку снега, но сначала, как всегда, я выписывал приколы. День 53. Я отправился в ад и продолжил свои странные эксперименты. Брал и мучил бедного снеговика. Но чего еще от него можно было ожидать? Немного поубивал незер-скелетов и подвергся первой атаке телепузиков, которые чуть меня не спихнули в лаву. Меня это задело. От них нужно как-то защищаться. И дома я подумал, что было бы неплохо сделать какой-нибудь хороший лук, но на него нужно было пофармить. После пошел дождь, и я решил лечь спать. 54 день. Я занялся фармом этих осколков, поубивал кучу пауков и потратил на это полдня. И знаете, что в итоге? Я перепутал камни, и лук из них не крафтился, но чисто в моем стиле. Также сделал необычную чаровальню, но тут же в ней разочаровался, ведь никаких преимуществ она не дает. Но зато на обычном столе зачаровал себе меч на остроту 3 и добычу 2. Под конец дня я отправился его тестить в ад, а потом еще и в подземелье. С 55 по 58 день. Солнце взошло, начался новый день, и ко мне присоединился Лил. Сегодня мы с ним решили начать подготавливаться к убийству первого босса. Для этого нужно сделать специальную призывалку, а на нее нужно добыть некоторые ресурсы.
отправились в ад, чтобы добыть первый из них – незеритовую руду. Ее добыча шла довольно плохо. Ее спавнится довольно мало. Мы много бегали и потратили много времени. Но в итоге Лил взял и выбил эти слитки с рыцаря. И именно тогда мы узнали, что такой шанс вообще есть. Под конец 56-го дня мы вернулись домой. Мы-то домой вернулись, но вот Деймарус нет. Это мое великое путешествие мы совершали вместе с Деймарусом. Только вот до дома я добежал, а он просто вышел, не добежав тысячи и тысячи блоков. И знаете что? Теперь ему было лень бежать. Мы решили организовать операцию по его спасению. Мы взяли еды, обсидиан и немного отхила. И отправились в путь до него. Ух, это путешествие по аду. Мы потихоньку пробирались, на нас все нападали, и в итоге я возвел портал под грибком. Я встретил Деймаруса в шахте, и мы после отправились в обратное путешествие. Вернулись домой утром 58-го дня. Произошло внезапное нападение. Все-таки скрафтил себе довольно хороший адский лук. А тут у нас скопилась куча книг. Я нас сломал. И почему бы не подурачиться? У меня 3 сердечка, парни. Хана тебе. Сейчас. Ой, куда стрелял? Ок. В последний раз мы отправились в подземелье, чтобы нам хватало на призывалку. И наконец, момент ее крафта. Можно сюда. Ну и перед самой битвой мы решили поспать. И наконец, великий 59-й день. Ну что, вы готовы? Я призываю. Давай. Давай. Вообще. О боже, что же происходит? Это что, конец? Вероятно, да или нет? В общем, то, что произошло дальше, вы узнаете в следующей серии. Поставьте лайк на эту и бегом смотреть, ведь она уже вышла.